Здравствуйте! Известное нам мироздание состоит из трех аспектов. Это физический мир, мир энергии и информационный мир. А человек — это тоже система и часть мироздания. И также состоит из этих трех аспектов. У нас есть физическое тело, у нас есть энергия, у нас есть ментальная часть наша, скажем так. И только при наличии всех трех аспектов человек может быть. Стоит одному из этих аспектов исчезнуть, человек рассыпается, человека не будет. Все эти три аспекта взаимозависимы и взаимно влияют друг на друга. Стоит одному развиваться начать, то потихонечку подтягиваются и оставшиеся два, и вся система становится лучше. Но это на автоматическом режиме будет происходить в какой-то степени. Все равно нужно отдельно еще уделять внимание всем аспектам. Если хотя бы один из аспектов начнет деградировать, то и деградирует вся система, и все оставшиеся два аспекта тоже начнут деградировать. Здесь уже поддерживать ничего не надо, оно будет катиться под горку само. Но нельзя сказать, что эти три аспекта всегда равнозначны. В зависимости от ситуации, в зависимости от обстоятельств ежедневных у каждого человека или у всего человечества в период исторических эпох тот или иной аспект был во главе угла. У современного человека в большинстве своем ментальный аспект впереди находится. Он задает развитие. И поэтому, если мы хотим развивать себя, как всю систему, то стоит обратить в первую очередь на ментальную часть. Из чего состоит наша ментальная часть? Что это такое? В основе находятся базовые инстинкты. То, что роднит нас с животными. Это я в безопасности, у меня есть энергия, я отдохнувший и сытый, и я могу продолжить свой вид, свой род. Самосохранение, энергия и инстинкт размножения. Следующий уровень, тот, который уже отличает нас от животных, это есть только у людей, как мы считаем, это ум. Ум — это инструмент, прекрасный инструмент для решения задач. А также с помощью ума мы реагируем на возникающие ситуации в окружении. Есть задача, мы применяем ум и находим решение. Есть какая-то ситуация, ум срабатывает, и мы, допустим, не знаю, избегаем дальнейших опасностей. Выше ума, более сложный, уже не реагирующий, а размышляющий, такой слой нашего ментального аспекта, это разум. Разум отвечает за размышления, за концептуальное мышление, за творчество, за креативность, за изобретательство, за такие фундаментальные уже серьезные вещи. Следующий уровень нашего ментального устройства – это дух, это чувственный уровень. Лучше всего дух проявляется через волю. Сильный дух может проявить сильную волю. Применяется, направляется воля, разум, если это нужно, строит концепцию, ум находит решение. Воля управляет как разумом, так и умом. Разум управляет умом. Ум сдерживает базовые инстинкты. И на самом верху то, что в религиях или философских учениях называют душой, находится там. Это наиболее тонкая и наиболее светлая, высокочастотная, плотная и наименее подвержена рассеиванию энергетическая, информационная структура. То, что называют душой. Еще раз скажу. Те, кто верят в реинкарнацию, считают, что все составные части нашей системы человек подвержены развеиванию, рассеиванию, смерти, а эта часть остается целой. И она не
рассеивается в большинстве своем. И поэтому можно сказать, что она бессмертна. И она может потом оказаться в другой структуре, в другой системе, родиться в новом теле, появиться в новом теле и в новых энергиях. То, что называют реинкарнацией. Для чего это нужно? Для того, чтобы в процессе каждой из жизней, в каждом перерождении происходило развитие, изменение и улучшение, и в конечном итоге можно сказать, что повышение вибраций, повышение свечения этой части. Каким образом происходят изменения и улучшения? Через получение опыта, чувственного, жизненного опыта. В процессе жизни происходят какие-то события, уроки, преодоления, потери, и происходит набор этого опыта. Когда-то это повышает, когда-то это понижает, это очень индивидуально. Но через много-много раз набирается такой уровень, что уже не нужно перерождаться, не нужно набирать этот опыт, и частота вибраций и свечения достигает уже состояния, когда можно покинуть эту среду, которая называется сансарой, и отправиться за пределы, в нирвану, домой, ближе к божественному. Итого, смыслом жизни является развитие. Смыслом каждой жизни является развитие всей системы, смыслом больших количеств жизней развитие духовное. К сожалению, нельзя развивать только ментальную часть, потому что мы система. И если в системе непорядок, допустим, больное тело или очень мало энергии, оно невысокого качества, то не получится развиваться ментально. Нужно базово создать условия, которые позволили бы к этому развитию быть. Нужно привести в порядок свое тело, нужно привести в порядок свои энергии. И нужно привести в порядок свой ум, перестать беспокоиться, жить в стрессах и так далее. И с этого мы будем начинать.